Всем привет! Сегодня на ремонте Huawei Honor Hall U19 и на нем будем менять тачскрин. Поехали! Сначала снимем крышку батареи, вынимаем батарею и откручиваем все винты по контуру, все которые вы видите. Откручивать я буду вот такой крестовой отверткой с набора. Кстати, вот твой набор отверток для техники. Качество у него вполне достойное, и я им много уже разобрал, поэтому и рекомендую. Ссылку на него оставлю в описании. После того, как открутили все винты, берем с этого же набора медиатор и снимаем задний корпус. Далее высвобождаем все шлейфы, а именно тачскрина, камер. Их можно сразу отложить, чтобы не мешали, и дисплея. И отклеим вибромотор. Откручиваем еще два винта на основной плате и спокойно поднимаем ее. Потом отклеиваем шлейф тачскрина от корпуса. И можно приступать к прогреву. Греем для облегчения снятия тачскрина феном с паяльной станции или любым другим. После прогрева беру вот такую пленку, вырезанную из прозрачной упаковки чего-либо, и провожу по контуру, разрезая клей. Итак, просто снимаем тачскрин. Тачскрин снят, дисплей лежит не приклеен, поэтому его тоже снимаем для того, чтобы не повредить его при очистке рамки. Приступаем к чистке рамки. После того, как сняли весь двухсторонний скотч или клей, обязательно обезжириваем, чтобы новый клей хорошо прихватился. И не забываем почистить сеточку ушного динамика. Она тоже с клеем и всегда забитая. Теперь приступим к проверке тачскрина. Для этого просто ложим дисплей и тачскрин. Плату прикрутим на один винт для контакта с шлейфом кнопок включения. Подключаем шлейф тачскрина и дисплея. Включаем телефон, заходим в настройки, о телефоне, несколько раз нажимаем на номер сборки и заходим в меню для разработчиков. Там выбираем отображать местоположение указателя и таким путем 100% проверяем тачскрин. После того, как убедились в его исправности, можно снимать гарантийные пленки и приклеивать. Для начала на корпус наклеим сверху и снизу двухсторонний скотч, чтобы дисплей больше не болтался внутри. Если вы меняете тач для себя, то не стоит клеить на двухсторонний скотч с комплекта. Лучше не пожалейте и купите себе клей B7000. Скотч отклеится, я вас уверяю. Не забываем ставить сетку динамика. И наносим клей по контуру. Стараемся так, чтобы клей не выходил за рамки и не попал на дисплей. После нанесения вставляем шлейф, выравниваем тачскрин по углам и прижимаем по контуру. Также приклеим отломанный кусочек, он будет держаться на ура. Осталось прижать тачскрин к корпусу, я прижимаю такими прищепками, а вы можете прижать чем угодно, положив на ровную плоскость. И даем подсохнуть клею полчаса. Через полчаса можно смело собирать телефон.
Но при сборке все так же, только в обратном порядке. Вставляем плату, прикручиваем два винта, подсоединяем шлейф дисплея, вставляем назад камеры и подключаем шлейф тачскрина. Приклеим вибромотор и также вернем назад весь скотч на место, как был приклеен по заводу. Далее закрываем крышку платы, включаем телефон и проверим его полностью. Все его основные функции, а именно это камеры, динамики, микрофоны и так далее. Короче, все то, что было на шлейфах или на контактах. Убедились, что телефон полностью исправен и вы ничего не забыли соединить, смело закручиваем все винты и ставим заднюю крышку. Я телефон дальше оставляю сохнуть на 24 часа под прищепками. Вот как-то так. Понравилось видео? Ставь лайк. И не забывай смотреть другие видео на моем канале, а также кликай на кружок в центре экрана и подписывайся на канал Art Build Channel.